Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Прошу прощения, что вот этот календарь на июль месяц, посвященный обработкам, опрыскиваниям растений против вредителей и болезней в июле 2021 года, еще не успела выставить в связи с тем, что очень много было различных экстренных срочных вопросов, поэтому я сегодня уже исправляю положение. Итак, рассмотрим календарь агрогороскоп опрыскиваний, обработок растений против различных вредителей и болезней в июле 2021 года. Время московское. В любом регионе очень легко вычислить свое время с помощью Гугла. Поехали. Итак, у нас было уже позади это время Овна 1, 2 и 3, затем Телец. Вот он завершается сегодня. В открытом грунте были отдельные у нас видео, посвященные вот этим периодам Луны, убывающей Луны в знаках Овен и Телец. И мы говорили о том, что если температура воздуха ниже плюс 30, мы можем в открытом грунте использовать любые препараты. Если же температура выше, то уже нужно изучать ситуацию, потому что именно при таких температурах свыше 30 градусов в определенное время только действует препарат. А определенное время разные препараты, бывает, что и несколько минут, и в течение часа, 2 часов распадается полностью формула какого-то препарата. И он не несет пользы, он только несет вред, причем вред здоровью вашему, здоровью земли, почвы и воды. Поэтому будьте внимательны. Очень важно сейчас, температуры высокие. Я читаю ваши сообщения. Ну и сама уже испытала на себе, у нас тоже была неделя очень жаркая, и в это время я стараюсь только биопрепараты и как можно позже, чтобы уже воздух опустился как можно ниже, чтобы, да, кстати, и плюс к препаратам обязательно это биопрепараты, добавляем органический прилипатель, он наиболее дает возможность дольше жить нашим помощникам. Итак, позади у нас уже и Телец сегодня. Завтра у нас начинается время убывающей Луны в знаке Близнецы. Тоже у нас есть отдельное видео, но напоминаю, что это знак стихии воздуха. И можно использовать при хорошей погоде. Используем любые препараты в открытом грунте. Берегите здоровье в теплице, используйте более такие щадящие препараты, а именно биопрепараты, настои трав, различные настои, но не сода и, если жарко, ни в коем случае не настои древесной золы. Вот угнетает очень, сколько использую. Есть настои той же луковой шелухи, еще чего-нибудь, каких-то трав, чистотела. Используйте эти вот настои, а вот в теплице только биопрепараты. Это сбережет ваше здоровье и здоровье ваших растений. Ну вот смотрите, 8 июля нас ожидает такой период, когда нужно быть очень внимательными и смотреть на то, что у нас 16:52 Луна перейдет в знак Рак. И это стихия воды. И здесь будет находиться Луна в 9, 10 и 11, ну, до 3 часов ночи. Поэтому здесь и новолуние, хотя новолуние особой роли не играет, самое главное, должны знать, что стихия воды, очень нежные листики. Не используем в это время химические фунгициды ни в открытом, ни в закрытом грунте. Не используем соду и древесную золу. Это время щадящее должно быть для наших растений. Будьте, пожалуйста, внимательны в этом вопросе. И снова же период такой очень жаркий. Луна 11 после 3 часов 21 минуты перейдет в знак Лев. Здесь будет находиться 12, ну и 13 частично. Что здесь у нас очень важно понять и запомнить? Это знак Льва. Это знак стихии огня. И тем более, если высокие температуры, плюс 30 и выше, здесь только биопрепараты и только как можно позже. Да, уже солнце заходит, ждем, когда уже чуть-чуть станет, ну вот температура в теплице уже 24, вот я смотрю, уже вот так сереет на улице. Вот в этот период я уже обрабатываю наши растения. Ну, Александра Федоровича тоже запрягаю в это дело, и он обрабатывает. Тянем до последнего, чтобы температура опустилась как можно ниже.
потому что и биопрепараты тоже могут свариться при температуре. На почве сейчас уже будет и выше плюс 40, и 50, и 60. Можете себе представить, что произойдет, если очень рано обработать при высокой температуре даже биопрепаратами. Ну вот это предупреждение, знак льва, стихия огня, очень такое время жгучее само по себе, еще жара, поэтому будьте внимательны, берегите свои растения, ну и свое здоровье, естественно. Кстати, в это время очень быстро распадаются формулы. Я видела фильм, специально посвященный, он закрытый когда-то был, как вот эти все препараты химические, как они быстро распадаются и во что превращается вот эта формула любого химического препарата. Это вообще фильм закрытый, но я думаю, что придет время, все увидите, что там происходит при таких температурах. Идем дальше, а дальше у нас Дева, уже 13, 14 и 15. 15 до вечера, но 15 я не считаю, хотя здесь тоже в весах тоже быть надо внимательными, это время стихии воздуха. Но вот Дева – это дни корня. В открытом грунте можно при хорошей температуре, то есть до плюс 30, можно использовать любые препараты. А если выше, значит биопрепараты или настои трав и как можно позже. И эта же ситуация вот у нас стихии воздуха, весы 16 и 17. Смотрите, пишу тоже биопрепараты и настои трав. Ну, другого просто выхода нет, нам надо беречь растения. Такая же ситуация, очень критическая, будет в Скорпионе, стихия воды, 18-19. Это время, когда очень нежные листики, клеточки функционируют по всем клеточкам, системам, водичка с питательными веществами. И если сейчас, вот в этот период, химическими фунгицидами мы словно останавливаем растение, оно как бы останавливается и в таком состоянии, что это, как мне дальше быть и что это происходит. И, кстати, так уже вот настой древесной золы воздействует, сода. Пожалуйста, в это время не используйте только биопрепараты или настои трав. Далее то же самое, такая же ситуация идет у нас. Связана она снова же со стихией огня. 20-го в Стрельце, 21-го Стрелец, Козерог, 23-й. Смотрите, почему вот такая красная у меня паста здесь и все пишет. Козерог, 22-го, 23-го и 24-го Водолей. Водолей полнолуния. Вот этот период, и если еще и жарко, очень высокие температуры, но очень сложно растениям пережить вот этот период. Будьте внимательны, не используйте химические фунгициды, не используйте древесную золу и соду. Биопрепараты, настои трав. И мы идем к тому, что при таких температурах мы будем возвращаться к тем старым забытым настоям, которыми пользовались наши предки. Но я думаю, что и другие вещи мы будем использовать, но мы еще не дошли до этого состояния сознания. Думаю, придет. И уже должно прийти быстрее, конечно, пока мы не созрели к тем знаниям, которые идут впереди. Ну что ж, смотрим 25-го у нас. Это еще сожженный путь полнолуния, Водолей. Ну и далее тоже нельзя использовать вот эти все очень тяжело действующие на растения препараты, химические, зола, сода. Здесь дальше, смотрите, 26, 27 и 28 Луна находится в знаке рыбы, это знак стихии воды. Тоже нельзя химические фунгициды, соду, золу, только биопрепараты и настои трав. Очень внимательны, пожалуйста. И далее у нас завершается месяц, тоже такой период более. Если температура ниже плюс 30, используем в открытом грунте любые препараты. Если ниже плюс 30. В теплице все равно там высокие температуры, используем биопрепараты, настои трав. Ну вот это у нас период завершится в Овне 29, 30 и 31 в Тельце. Вот такие у нас важные предупреждения и подсказки по поводу обработки растений против вредителей и болезней в июле 2021 года. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в новых видео. Еще раз прошу прощения, что не вовремя мы этот агрогороскоп выдали, но лучше позже, чем никогда.
Раиса Горяченко, Александр Волик желают вам крепкого здоровья и здоровья вашим растениям. До новых встреч на нашем канале.